Север издавна манил людей, но что именно искали путешественники и обрели ли здесь все, о чем мечтали? В гостях у поморов нам и предстояло найти ответ. Говорят, в деревнях русского севера живет свободолюбивый народ – поморы. Ни стужи, ни ветры, ни дальние путешествия их не пугают. Рыбный промысел – вот дело всей их жизни. А карбас – верный конь, под парусами которого поморы бороздят просторы рек, озер и Белого моря. Сегодня ветер очень хороший, порывистый. Думаю, что вам будет приятно пройти. Ну и скорость будет достаточно хорошая, может 7 км в час. Мы можем взять 4 весла, у каждого будет по веслу. Один будет на руле сидеть, и 4 будут гребсти. Румпель, перо руля. Здесь на берегу мелко. Вот, если вы подходите и не сняли руль, его может просто вытолкнуть. И когда вы отходите от берега, рулевой подходит сюда, садится и надевает руль. Насаживает его. Но и вот рулевой сидит. В зависимости от крена и в зависимости от того, каким курсом мы идем, можно сесть немножко сюда правее. Вот у тебя румпель в левой руке. Если поменяли галс, можно сюда сесть. Вот. И из-за парусов иногда не видно вообще даже, что впереди происходит. Приходится иногда немножко так выглядывать, смотреть, что там происходит. Дальше. Я развяжу здесь узел, несколько раз проверну, дерну, и парус развернется. Да, такой узел. Сейчас. Ну да. Кто-то правильно завязал. Вот, и дальше. Я его разворачиваю. Раз, два. Вот он у меня ветром уже развернулся в нужную мне сторону, да? Вот, и сразу же можно увидеть ветер, его направление. Вставляю в петлю шпринтов, оттягивая вниз слегка. Таким вот движением разворачиваю парус. Завязываем восьмерку. Перебрасываю раз. И иду петлями. Раз, два, три. Другой рукой подворачиваю, перебрасываю. Это затягиваю. Восьмерка. Все, и он держится. И человек, который установил шпринтов, подает шкот кому-то, кто сидит на центральной банке, и тот перебрасывает через гусек. Солнце над вершиной, но уже высоко. Попутный ветер обещает легкую дорогу. Загрузили вещи, запрыгнули в карбас и отправились в путь. Первым делом отгребаем от берега и опускаем руль. Затем ставим фок и грот. Не забыть пропустить шкот через гусек и усесться на банку. Звучит, конечно, легко, но чтобы ветер наполнил паруса, команда должна работать слаженно и быстро. Чуть зазевался, повернул румпель не туда, ослабил шкот или наоборот не потравил парус, лодка идти не будет. Так, сразу на практике мы пытались понять, как управлять карбасом и при этом, что важно, идти к цели. Как судно назовешь, так оно и поплывет. А имя у нашего карбаса что надо – папажа. Это антоним распутицы. Если по-простому, то так описывали возможность куда-то попасть. А путь при слабом ветре предстоял не близкий. Причудливое по форме Кенозеро вообще состоит из 3 озер. Кенозеро, Долгое и Свиное. И чтобы оказаться в последнем, нужно обогнуть резные берега, пройти по узкой акватории Долгого и при этом не терять попутный ветер. Сейчас как заведу вас. За лес? За лес, и за деревню, и за мыс. Куда я покручу, туда мы поедем. Пока я свыкаюсь с ролью штурмана, ветер практически стих. В такие моменты главное не опускать руки и не складывать паруса. Авось повезет, работает и здесь. Первый раз я была в ужасе, я такая, почему он так шатается? А ничего, нормально. Сейчас я уже могу бегать по нему, не знаю, по борту просто. И получать от этого удовольствие.
Так что сейчас мы освоимся, вот первый денечек, а завтра мы с вами уже выйдем на воду, как будто бы всю жизнь этим занимались. От ветра и умения под него подстроиться зависит многое, но не все. Залог успеха, как мы знаем, кроется в настрое команды. А когда все новое и интересное, то даже веслами грести уговаривать не нужно. Оказалось, это очень непросто ходить под парусом. Нужно запомнить много терминов. Из того, что осталось в моей голове после первого дня, это грот, фок, шкуна, ливентик. Но в то же время это очень интересно и хочется все глубже и глубже погружаться в это дело и познавать азы мастерства. Берега здесь в основном холмистые, лес как забор отделяет сушу от воды. Но если повезет, то можно найти райский уголок, где белый песок и тень еловых веток. Всегда хотел взять какой-то инструмент и освоить его. Просто чтобы он был всегда при руках. При этом я путешествую, и мне тяжелого нельзя. Вот, и какое-то время назад, пару лет назад, услышал исполнителя, который мне очень срезонировал. Старости. Исполнитель, он играет, поет очень красиво. И у него есть такая песня, которая для меня в тот момент была очень, очень трогательная. Я прям плакал под нее. Очень возвышенное состояние. А я подумал, вот тот самый инструмент. Но это для меня и про традицию, про культуру, и про мои какие-то корни. И в целом, он резонирует в моей душе, этот звук. Красиво звучит. Да, и он меня вводит в состояние прям в какое-то очень хорошее. Я могу что угодно прожить через это. Каждое утро у нас начинается одинаково. Встал, позавтракал и пошел вычерпывать воду из карпаса. Да, лодка эта деревянная, поэтому чуть-чуть да пропускает воду. Вот этим я сейчас как раз и займусь. Берега Кенезера украшают деревни, но не все из них сохранились до наших времен. В Немяте когда-то было 17 дворов, сейчас об этом напоминает лишь часовня. Часть домов перевезли в Вершинино, а те, что остались, соседи разобрали для своих нужд. Поморские деревни устроены по-разному. В одной дома смотрят глазом на воду, в другой стоят вдоль дороги, а в третьей и вовсе рассыпались по холмам. Во всем люди полагались на природу и ландшафт.
Но и есть у деревень нечто схожее – стремление местных сохранить то, что бережно строили их предки. Вот уже несколько лет на месте старого магазина в Рыжково стоит музей. Все предметы жители бережно собирали по крупицам. Иванов день, 7 июля, вот, оставили. Иван Купалов. Эта дата в календаре выбрана не случайно. Иванов день здесь гуляли с размахом. Играть и плясать приезжали даже из соседних деревень. Вот это Иван Федорович Попов, да, ефрейтор. В Подмосковье живет его уже внук. Вот это, да, внук. Разыскивал туда-сюда, созвонились, вот как мы. Это. Хотел найти свои корни здесь. Дискотека. В Рыжково жили натуральным хозяйством, земледелие, скотоводство и ловля рыбы. Вот основные занятия. Женщины выращивали лен и шили одежду, а мужчины занимались резьбой по дереву и плетением корзин. Но постепенно фермы пришли в упадок, школа закрылась, а сельсовет опустел. Люди вынуждены были переезжать туда, где была работа. Сегодня здесь постоянно живет всего 2 человека, остальные же возвращаются на лето. На Оке, на Зере есть места, которые издавна притягивали людей. Так, на Щучьем хребте между озером и рекой еще 6 веков назад образовалось поселение, которое сейчас мы называем Усть-Поча. А сколько времени уходит примерно на строительство? Как соберешься, если займешься только лодкой, да. Ну, неделю-то проходишь, если материал готов. Да. А вы как, сушите заранее или неважно, какая влажность? Ну, эти вот кокоры, дуги, это все подсыхает, а доски наоборот мочишь. Чтобы Перед тем, как гнулись гнуть, хорошо. она, Интересно. А это такая же примерно, по... Это под мотор, По под принципу. весла. Какая-то плоская часть на днище есть, да? Да, так днище отдельно зарубишь. А соединения какие? Гвозди? Сами доски-то? Ну да, друг там между. Да, гвозди обычно. гвозди? Сейчас обычные. Раньше ковали специально плоские гвозди. Угу. А сейчас обычные в магазине купишь. Не хуже они. Да нет, выстаивает так же. И сколько такая проживет? Ну как ухаживать будешь? Если вот так, как у меня вот на каточках, да все, так она лет 15 проходит. И на несколько километров вверх она была забита лесом, потому что там 2 лесопункта, Волошевский и Долгозерский, работали именно на лесозаготовку. Всю зиму лес рубили, подвозили его к берегам. На берегах были катища, нижний склад и катище, ровная площадка, с которой лес потом, уложенный специально в штабеля, по весне сбрасывали в реку. Когда поднималась вода, начинался паводок, начинался молевой сплав. То есть выше по течению лес плыл молем, самосплавом, а у запани он останавливался, и пропускали его уже сплавщики
упорядочено, чтобы он плыл вот в это плавучее ограждение во плотник. В заготовке леса участвовали все, от мала до велика. Зимой мужики рубили деревья, а дети ветки. Когда начинался паводок, стволы россыпью устремлялись к запани в деревне. Здесь из бревен формировали плоты, а точнее кошли. А дальше по рекам и озерам они отправлялись в Архангельск. Из-за вреда водоемам и большой потери сырья молевой сплав запретили. Река приняла первозданный вид. Включая воображение, представляем, что домов никаких нету, застройки до часовни нет совсем, идет дорога, часовенка, и с нее деревня, которая шла только одной улицей вдоль берега озера. Люди, приезжая из окрестных деревень сюда, превратили деревню в поселок, и застройка пошла, задвигая часовенку среди хозяйственных построек, потому что она была, как большинство деревянных часовенок, складом. Даже сейчас в окружении домов часовню заметить непросто. Но в скромной постройке спрятано настоящее сокровище, одно из самых сложных и уникальных небес. Написал их 17-летний подросток Федор Иок. Грани традиционно посвящены архангелам и евангелистам. И только на востоке вместо распятия фигура Николая Чудотворца, покровителя этого сельского храма. А еще здесь можно увидеть элементы быта русского севера. Деревянную лодку с веслом, столовые приборы и купель. Ну, сейчас паруса должны наполниться и идешь. То есть вот он ветер, да, вот волна, видишь ее? Видишь вымпел и флаг. Твоя задача идти максимально остро, максимально ближе к ветру. В нашем случае Это как? на пляж попробуй сейчас взять. И все, и достаточно. Все, стоп. Вот так вот. Так идем. В деревнях Кинозерья ты будто совершаешь путешествие во времени, и чем глубже погружаешься в традиционный быт, тем больше проникаешься к культуре и людям, что бережно ее хранят. Принято полагать, что карбас появился около 15 века и пережил все другие традиционные поморские лодки. По-видимому, секрет долголетия заключается в простоте конструкции. Главная часть карбаса – нос, который издревле делают из еловой кокоры, нижней части ствола вместе с корнем. Именно от угла между ними зависят мореходные качества. Руль навесной, его снимают на мелководье и у берегов. Обшивают карбас досками внахлёст. Раньше для скрепления использовали еловые ветки, вицы. Сейчас же их заменили гвозди. И, наконец, паруса. Они есть не всегда. Чаще встречаются в реках и озерах. Вдвоем управлять карбасом непросто, особенно если ты новичок. Один натягивает фок и следит за направлением, а другой регулирует грот и сидит на руле. Радует только, что карбас довольно устойчив и хорошо справляется с встречными волнами. Под парусом. Поначалу мы боролись с ветром, а теперь стараемся к нему прислушиваться. Кажется, начинает что-то получаться. Вообще поморы считают плавание испытанием, из которого достойные возвращаются победителями, а спасовавшие перед стихией – побежденными. Вот и мы решили проверить себя на прочность. И пусть не водами Белого моря, а всего лишь озеро, но и оно в некоторых местах достигает глубины 100 метров. Все потому, что образовалось в тектоническом разломе земной коры. План был простой – выйти в открытую воду, обогнуть небольшой остров и вернуться на берег. Но погода, как и ветер на озере, очень переменчивая. Мы
постоянно лавировались, перекидывали паруса с одной стороны на другую, но когда практически достигли цели, нашла большая туча, и нас начало так сильно кренить, что казалось, еще чуть-чуть и вода хлынет на борт. Можно чуть-чуть правее взять. Вот, нет, все. Так наша команда покидала северную акваторию озера и направлялась обратно в Вершинино. Максимально. Как только заполоскаешь, то есть парус заполаскиваешь, чуть-чуть подтягиваешь, и стоит заполаскиваешь, вот настройка паруса. И у вас, видите, немножко перетянуто шпринтовый, да, у вас под складка, то есть парус заполняется как следует. Эта деревня на берегах полуострова всегда была местом притяжения. Здесь проходил водный путь освоения новгородцами севера и был центр обширной волости. Сюда, в самое богатое селение края, в поисках работы и лучшей жизни переезжали целыми деревнями. Даже сейчас Вершинино продолжает развиваться. Правда, от простеньких трехоконных изб осталось немногое, но местные жители хранят воспоминания о тех временах. Мне кажется, родина всех тянет. Как магнит, хочется приехать. Нас 6 сестер было. Парней не было. Старшие, мы помогали младшим. Полы шоркали деревянные, знаете, полы. Не представляете, полы строганные, не крашеные. Песочком их посыпаешь с берега. И какой-нибудь или галошный таль, или папа кольца делал. Их так натерешь, они желтые становятся. На 2 раза полощешь, песок убираешь, стелишь половички деревенские. Такая красота была, такой воздух, приятно. Обстановка старинная, вот эти все заборки-то. Ни стенок, ничего не было, деревенское все. Ну, кто в Кеннере побывал, даже в интернете пишут, что всех сюда тянет почему-то. Природа, наверное, привлекает. Природа, рыбалка, отдых, купание. И народ здесь как-то не такой, как в городе, мне кажется. Кеннезеро с его островами и лахтами, длинными извилистыми заливами, с давних времен притягивало человека. Осваивая север, люди оседали по берегам. Появлялись селения, а затем и вырастали целые деревни. Часто водные пути между ними были самыми короткими, а иногда и единственными. С надеждой на попутный ветер мы отправились в южную акваторию. Штиль мгновенно превращает наше судно в обычную деревянную лодку. Весла в руки и вперед, навстречу одной из самых красивых деревень нашей страны. Как только вышли из берегов, ветер тут же раздул наши паруса. Сколько островов мы проплыли мимо, и я сбилась со счета. Крохотные, поросшие травой, или наоборот, большие с каменистыми берегами. Каждый из них имеет свой характер и свою историю. В
окружении многовековых елей на берегу небольшого озерца стоит одно из древнейших селений Кинозерья – Зихново. Деревня эта единственная на русском севере, что не перестраивалась на протяжении почти 5 веков. Действительно, деревня Зихново не то, что она самая красивая деревня, вот одна из красивейших деревень России, то хочу сказать, что энергетика очень прекрасная здесь. И когда получается, что человек сюда попадает, даже с любыми какими-то проблемами, я имею в виду даже по здоровью, потому что все-таки я медик по образованию, да, то я смотрю, что здесь происходит такая регенерация, восстановление. Человек тут не просто как бы там подкрепляет свои физические, да, на физическом плане, но также многие вещи осознают, как на духовном, эмоциональном. Поэтому действительно эта деревня, вот, Зихново, вот как бы наблюдаю за ней, она имеет такое положение интересное, энергетику. Мне как бы все устраивает, только не устраивает мне эта машкара, вот эта мошка. Даже я немножечко в шоке, когда она тебя полностью облепляет, вот эти 1000 или миллионы их, вот этих мошек. Ну, жалко немножечко того, что деревня, она как бы мало жителей здесь. Потому что в России такие просторы, в России такие возможности, очень-очень колоссальные, большие, но они не очень использованы. Поэтому думаю, что люди когда-нибудь начнут использовать больше. Ну, как бы в меру с природой. Я не говорю там всегда, но природу всегда надо соблюдать, уважать. Это мы всегда уважали, у нас тоже на нашем хуторе всегда в первую очередь. Но разумно. Вот это все разумно надо. Потому что человек, как разумное существо, имеет задание от нашего Творца, как бы вот это счастливо, радостно жить и творить в согласии с Творцом. Поэтому с природой. Зихново практически опустела, но первоначальное устройство ее сохранилось. На склоне высокого холма Буйгаре стоит часовня. 3 концами расходятся от нее улицы. И все дома как один смотрят на святыню. Лишь крайние выходят окнами на озеро. Восстановлена в деревне и водяная мельница. Когда-то ее строили всем миром, а жернова работали и день, и ночь без остановки. Покровитель же деревни Иоанн Богослов. По убеждению местных, именно он хранит ее от пожара. Целиком деревянная Зихново никогда не горела. Сколько же чудес хранит в себе Кинозерье. Чем дальше Карбас несет нас по волнам, тем больше открывается мир поморских деревень. Глядя на чистую воду, густые леса и зеленые поля, я прекрасно понимаю, что манило сюда людей. Мне же хочется ощутить на себе прелести деревенской жизни, узнать, как и чем жили поморы. С этой целью мы пристали к берегам Ведягина. Вид всего этого уже сам по себе вдохновляет на то, чтобы углубиться в исследование этой культуры, которая по большому счету уже ушла, но мы можем видеть ее остатки, ее артефакты тех времен, когда каждый человек был творцом. И Ведягино — это одно из таких мест. Здесь нет дороги, по которой можно приехать на машине. Это делает это место труднодоступным, и одновременно его ландшафт, его архитектура и расположение на воде делает это место очень красивым. Поэтому, когда встал вопрос о том, где организовать такую карбасно-плотницкую базу, Ведягино стало одним из фаворитов. Именно здесь заканчиваются приозерные дороги юго-западных деревень и начинаются пути к центральным и южным селениям. А теперь среди оставшихся заброшенных домов нам и предстояло жить. Наружное убранство поморских изб сдержанное.
Двускатная крыша с большим выносом от дождя украшена коньком. Резные наличники до двери из толстых досок. Внутри же сени, горница, повалуша, где летом обычно спала вся семья, и, конечно же, изба, главная часть дома. Здесь в углу у порога печь, а по диагонали красный угол с иконами. Это было самое чистое и парадное место в доме. Здесь принимали гостей и отмечали праздники. Мебели было мало, лишь самое необходимое для жизни и работы поморской семьи. Особая часть дома – поведь, она служила сеновалом. Тут же хранились вещи, нужные в быту. По двору да по поведи хозяйство судят. Правда, эта часть дома не украшалась. Но вход должен быть добротным. Обязательно широкие двустворчатые ворота. Вообще поморы особое внимание уделяли дверям, ведь именно она защищает семью. Обратите внимание на нашу дверь. На ней нарисован левушка. Считалось, что эта дверь может отогнать не только всякую живность, но и злых духов. В деревне не знали, как выглядит лев, поэтому рисовали его с очень забавной мордочкой. Еще на носу у него есть цепь. Так он не мог сбежать со своего почетного места. Это способность человека из себя вытащить какие-то понятия о красоте, понятия о гармонии, не обращаясь к учебникам. Это очень вдохновляет. Это значит, что каждый может стать таким человеком. То есть каждый из нас, ныне живущих людей в городах, которые совсем ничего не смыслят в создании вещей материальных, каждый может стать таким творцом, таким художником. И хочется попробовать, хочется привлечь к этому других людей, хочется показать, что вот смотрите, вы можете. Я корю ствол дерева, то есть снимаю с него кору. В карбасу щелеватом по морю не пойдешь, а в избе продувной ветром не заживешь. Так любили говорить поморы. Поэтому и стены выкладывали плотно, будто бревно вросло в бревно. А для надежности между устилали лен и мох. Главный инструмент при строительстве – топор. Ему в помощь тесло и скобель. С таким подходом не мудрено, что многие дома дошли до наших дней. Сохранился в Ведягино и древний храм Ильи Пророка. В народе очень почитали этого святого. По христианским представлениям именно от него зависят дожди, а значит и урожай. Правда, храм так и не был освящен. Не успели. А на заре советской власти его и вовсе хотели разобрать. От разрушения святыню спасли змеи. Как рассказывают местные, приехали люди ворочать церковь. И повылезало столько змей, что никто и близко не смог подойти. Так и забросили эту затею. А храм стоит над озером до сих пор. Сейчас будет первая в моей жизни регата. У нас будет мальчики против девочек или краснодевицы против добрых молодцев. Мы с Мэри, если честно, уже знаем, что мы одержим победу. Вообще насыпи уже отчерпались. Я настроена в любом случае кайфануть от регаты. Потому что это классно. Это борьба. Вот с таким настроем мы и вышли на воду. И как тут на просторах Ведягинского озера не посостязаться в ловкости и умении управлять карбасом. Вот так поднимайся, еще вот так посмотри. Вот на это, вот по дереву, на кустике вот. Что происходит? Как ты могуч, ты куда?
На первый взгляд суть регат проста. Пройти дистанцию треугольник, обогнув 3 буя, без использования весел. Но, конечно, нужно учитывать направление ветра и его скорость. Именно от этого зависит тактика. Володя, возвращаемся обратно. Ветер был слабым, а направление его оставляло все надежды пройти первый буй одним галсом. Поэтому соперники решили лавироваться, а мы же понадеялись на удачу и пошли напрямик. Мы взяли первый буй. Скажи, принято. Принято. Принято! «Навались на борт!» — кричала мне Мэри. И так нам удалось добавить ходу, раздуть паруса и проскочить вдоль берега к центральному бую. Но расслабляться все равно было рано. Соперники становились все ближе. Бок, вынеси на левый борт, на левый борт. После второго буя стало ясно. Мое пророчество сбылось. Разрыв между суднами становился все больше, а наши улыбки сияли ярче полуденного солнца. Мы взяли третий буй. Поздравляйте нас. Поздравляю, поздравляю. Поздравляем вас, молодцы. Победу. С победой вас. Чистый победу. Спасибо, но мы так и знали, вы просто хотите под доски поиграть, Нет, негодяи. нет. Мэри, Нет, все очень честно. Мэри очень честный, техническая ошибка. Ты выиграла. Мы выиграли. Это. Вот так и закончились наши парусные практики и путешествия по просторам Кеннезера. Каждый раз я еду без ожиданий, но с надеждой познакомиться с местной культурой, открыть для себя что-то новое, увидеть просторы нашей страны и повстречать на своем пути невероятных людей. Тут в гостях у поморов. Этого было с лихвой. Путешествуйте, погружайтесь глубже в культуру и историю. Не бойтесь пробовать новое и помните, важен только момент.